История германского океанского судна «Европа». Судно «Европа» было построено в Германии для работы на трансатлантическом морском пути. Оно и его родственный корабль «Бремен» были двумя самыми современными высокоскоростными океанскими судами с паровыми турбинами в свое время и участвовали в международном конкурсе «Голубая лента». «Европа» была построена в 1929 году вместе со своим родственным кораблем «Бремен» и стала вторым лайнером North German Lloyd водоизмещением 50 тысяч тонн, длина судна 283 метра, ширина 31 метр. Всего пассажировместимость 2193 человека, а экипаж составлял из 965 человек. Оба судна были оснащены усовершенствованными высокоскоростными паровыми турбинами и имели выпуклый носовой вход и низкий обтекаемый профиль. «Европа» и ее родственный корабль чуть большего размера были рассчитаны на крейсерскую скорость 27,5 узлов, что позволяло пересекать Атлантический океан за 5 дней. Это позволило компании Norddeutsche Lloyd совершать регулярные еженедельные переходы с двумя кораблями. Запланированный спуск на воду судна «Европа» должен был состояться на верфи Блоумвос в Гамбурге 15 августа 1928 года, но строительство судна задержали до весны 1929 года. Однако утром 26 марта 1929 года еще не на достроенном судне вспыхнул пожар на доке. Пожар бушевал весь день, и только к вечеру огонь удалось потушить. Турбины корабля были сильно повреждены, а остальная часть корабля также была значительно повреждена. После долгих переговоров между строителем и судоходной компанией было принято решение отремонтировать корабль. В течение 11 месяцев корабль был достроен и завершен 22 февраля 1930 года, а также были проведены успешные испытания. Причина пожара так и не была точно установлена. Немецкий лайнер «Европа» совершила свой первый рейс в Нью-Йорк 19 марта 1930 года. Этот рейс оказался рекордным, так как лайнер побил рекорд своего брата «Бремен» и преодолел Северную Атлантику за 4 дня, 17 часов и 6 минут, идя со средней скоростью в 27,9 узлов. Во время плавания было обнаружено, что сажа создавала неудобства пассажирам, и поэтому по возвращении в Европу трубы лайнера были удлинены на 4,5 метра. После их поднятия жалоб больше не было. Два немецких лайнера продолжали работать на коммерческом маршруте, и в то время еще не было судна, способного перехватить у них голубую ленту Атлантики. Подобно Лузитании и Мавритании, два лайнера соревновались только между собой. В 1933 году Европа уступила ленту Бремену, побившему рекорд сестры на 1/100 узла больше. Однако в том же году итальянский лайнер «Рекс» отобрал ленту у Бремена и удерживал ее до 1935 года, пока французский лайнер «Нормандия» не побил его рекорд. Как и у Бремена, у Европы был небольшой гидросамолет, запускаемый из катапульты на верхней палубе между воронками. Самолет вылетел с корабля на посадку в порту для гидросамолетов в Блёксене. Накопленный опыт летчиков и техников впоследствии применялся при оснащении немецких боевых кораблей бортовой авиацией. Катапульту сняли из Бремена и с Европы через несколько лет службы, потому что она была слишком дорогой и сложной. Европа была бездействующей на протяжении большей части Второй мировой войны. Были планы использовать его в качестве транспорта в операции «Морской лев», предполагаемом вторжении в Великобританию, а затем переоборудовании в авианосец. Ни один из этих планов не осуществился, и в 1945 году он был захвачен союзниками и использовался в качестве военного корабля под именем USS Европа. Соединенные Штаты объявили корабль 8 мая 1945 года военным призом и передали его ВМС США, которые 25 августа 1945 года ввели в эксплуатацию судно «Европу» под командованием капитана Перри.
Судно «Европа» 11 сентября 1945 года отплыл с Бремерхафен и направился в Саутгемптон, Англия, где он погрузил 4500 американских солдат, направляющихся домой, и прибыл в Нью-Йорк 24 сентября. После переделки для увеличения грузоподъемности он совершил 2 рейса в Саутгемптон, чтобы доставить американских военнослужащих домой в Соединенные Штаты. Он снова отплыл из Нью-Йорка 15 марта 1946 года в Керкуолл на Оркнейских островах и в Бремерхафен, где пришвартовался 24 марта. Европа пострадала от небольших пожаров, вызванных удалением оригинальной высококачественной фурнитуры корабля и установкой некачественной замены, чтобы компенсировать нехватку материалов в военных действиях. Кроме того, было обнаружено несколько серьезных трещин корпуса. Судно было выведено из эксплуатации 2 мая 1946 года и передано Государственному департаменту 8 июня 1946 года. Позже оно было передано Франции в счет частичной выплаты военных репараций. Французская компания Compagnie Generale Transatlantique взяла на себя право собственности и доставила судно в Гавр для переоборудования в качестве замены судна «Нормандия». Самым очевидным изменением стала перекраска ее воронок с желтого цвета на красные воронки и черные вершины. 8 декабря 1946 года шторм заставил его сорваться с причала, и он столкнулся с затонувшим кораблем «Париж», причинив значительный ущерб его корпусу. В апреле 1947 года она была поднята и отбуксирована на верфь в Сен-Назер для завершения переоборудования. Ей были нанесены дополнительные повреждения, когда в октябре 1949 года корабль снова загорелся, в результате чего были повреждены некоторые из его пассажирских салонов. Наконец, 2 августа 1950 года, после 5 лет и 2 почти катастроф, она совершила свой первый рейс в Нью-Йорк под своим новым именем «Либерти». «Либерти» продолжала обслуживание североатлантического маршрута в течение 50-х годов XX века без особых происшествий, за исключением модификации дымовых труб. Трубы были еще больше удлинены, чтобы дым не попадал на пассажирские зоны верхней палубы. После спуска на воду лайнера «Франция» в 1960 году судно «Либерти» был поставлен на прикол в 1961 году и отправлен на слом в 1962 году. «Либерти» занимала видное место в фильме Джейн Рассел «Французская линия». «Либерти» также появилась в классическом фильме 1954 года «Сабрина» с Одри Хепберн и Хамфри Богартом в главных ролях в финальных сценах фильма.